Доброго времени суток, дорогие зрители! На этом канале, как всегда, все о нем. И сегодня мы будем смотреть, что ему стучит, гремит, двери открывает, на порог ступает, что его побеспокоит и что его успокоит. Для того, чтобы вы определили, подходит ли вам этот расклад, послушайте, как вас видят карты Таро. Вы человек, у которого в данный момент быстро исполняются ваши желания, быстро дела делаются. Вы можете завершить те дела, которые представляли для вас трудности. Но при условии, если вы привлечете к себе на помощь других людей. То есть вам нужно распределить обязанности с другими и правильно выбрать. Сейчас у вас период, возможно, денежной такой нестабильности, и вы не знаете, когда же это все закончится. Возможно, вы чувствуете, что что-то на вас давит, что-то вам угрожает. В вашей жизни был праздник, когда вы провели какое-то время совместно с родными и дорогими людьми. И было завершение какого-то большого периода вашей жизни. Вы человек стабильный и изобильный. Вы хорошая мама, если вы замужем. Вы прекрасный руководитель. Вы умеете беречь, так сказать, свои ресурсы и правильно их распределять. Вы любите природу, работу на земле. Также, возможно, у вас есть недвижимость и участок земли. Вы любите новости, все время чему-то обучаетесь. У вас были партнерские отношения, как вы считали, по любви, но они почему-то длительное время не дают того результата, о котором вы мечтали. Вы умеете быть на высоте, вы умеете защищать свою территорию. В вашем месте, там, где вы живете, скорее всего, есть молодые люди, с которыми вы проживаете совместно. Вот. Вы принимали участие в каком-то, так сказать, событии. Это событие было неприятное. Ссора или военные действия. То есть как-то это на вас повлияло. Но вы должны были пережить такое, как говорится, по судьбе. И остаться, сберечь какой-то свой ресурс. То есть даже если вам пришлось участвовать в каком-то военном действии, скажем так, то вам, или конфликте, то вам удалось сберечь какую-то часть наследства, скажем так. И сейчас вы живете, возможно, в одиночестве, но у вас есть эмоциональная стабильность, скажем так. Вы начали жизнь с чистого листа, у вас новая дорога, возможно, новая работа. Возможно, вы приобрели недвижимость в небольшом населенном пункте и имеете возможность какое-то время прожить стабильно. Вы прекрасно выглядите. Возможно, у вас есть подруга, которая также следит за собой. Но существует ситуация, в которой вы все еще никак не можете от кого-то отвязаться. То есть вы сейчас находитесь в состоянии жертвы. Вот как этот кролик, которого подвесили, и он ожидает, что его будут убивать или еще что-нибудь. Не будем придумывать. То есть вы привязаны к кому-то, и эта привязанность влечет за собой состояние бедности духовной и бедности настоящей, скажем так, финансовой. Но сейчас у вас есть возможность что-то сделать, применить свой ум для того, чтобы обрезать эту привязку. То есть пора уже вам становиться императрицей. Если вы обрежете эту привязку, то вы станете императрицей. Но карты говорят, что вы и пытались все время как-то уйти от этой ситуации, отрезать себя от этого человека, к которому вы прикипели душой и сердцем.
потому что это для вас очень болезненно. Это для вас болезненно, это вызывает страх, это вызывает у вас ну, неприятные эмоции, скажем так. Вот. А радость вам приносит семья. То есть ваша семья изобильная, стабильная, и это приносит вам радость и счастье. Там вы наполняетесь положительными эмоциями. Вот такая ваша сигнификация. Но сегодня мы будем смотреть на этого человека, которого вы никак не можете забыть. Загадайте человека, о котором мы сейчас будем спрашивать. Итак, мы сегодня посмотрим, что ему стучит, гремит, дверь открывает, на порог ступает, что его беспокоит и что его успокоит. Давайте возьмем по 3 карты. Стучит, гремит, дверь открывает. Посмотрим. Итак, а к нему постучала жадность. То есть ему сейчас нужно правильно распределять его ресурсы. То есть он боится, что ресурсов не хватит, что заработать тяжело. И ему сейчас нужно жадничать. Но также он и денег никому не хочет давать. Все для себя. Также ему стучит, видите, ситуация, когда он может пострадать из-за какой-то третьей силы. Возможно, даже сердечное заболевание или треугольник. То есть у него вот стучит к нему любовь, как говорится. Но эта любовь, она может его очень расстраивать, любовь. Он не хочет тратиться сейчас на любовь. Не хочет тратить свои, как говорится, ресурсы. У него есть главная женщина, которая им руководит. Но это может быть женщина постарше, мама, тетя. Вот. Он борется за, как ему кажется, за какое-то вот... Пытается от чего-то освободиться и стать победителем. И победителем прийти вот к этой любви. Прийти, прискакать даже, может быть, любовью-то он найдет за границей. То есть у этого человека, скорее всего, есть тайная женщина, о которой он никому не рассказывает. И из-за этого у него и сердце болит. Из-за этого и треугольник. Вот. Он пытается побороть вот это вот свое чувство привязанности к какой-то тайной женщине, но такое дело. Гремит. Ну, ему, возможно, предстоит встреча с бывшей любовью. И это кармический партнер, потому что вот 2 восьмерки, как бы, это кармическая ситуация. То есть ему придется встретиться с прошлой, так сказать, любовью. Это приведет к выбору. То есть он должен будет выбирать. Вторая карта выбора. Он должен будет выбирать, и ему понадобится вся его сила духа. Но здесь ему нужно не воевать, а здесь ему нужно будет по-доброму, по-хорошему определиться, по справедливости, как говорится. По справедливости определиться, возможно, спросить у кого-то совета, у кого-то постарше или даже у Господа Бога, как говорится. И человеку придется совершить какие-то движения, которые приведут его к победе. Возможно, к разочарованию в любви, потому что у человека будут возникать страстные желания, вот, вредные привычки. Человек чувствует, что он накопил достаточно сил для того, чтобы завоевать кого-то, захватить. И он понимает, что это ему придется делать самостоятельно. Но ситуация плачевная. Он может потерпеть, как говорится, поражение. Вот, ангелы-хранители его будут оберегать, но человек может попасть даже в больницу, вот, из-за своей любви. То есть, ну, не надо забывать о том, что
Он должен принять жизненно важное решение. Вот в области любви время пришло принимать решение. Человек может или должен определиться, стать женатым человеком, и тогда у него и бизнес пойдет развиваться. Вот, выбор обязательно нужно сделать, иначе будет разочарование в жизни. Да, очень сильное, иначе будет разочарование, если он не сможет сделать выбор. А если сможет сделать выбор, то будет прояснение ситуации, исцеление. То есть человеку нужно принимать решение. Время прошло. Итак, пойдем дальше. Дверь открывает, а дверь открывает ему любовь. Вот, дверь открывает ему приглашение на свидание. Возможно, он встретится со своим старым другом, ну, для того, чтобы вот выпить, поговорить о жизни, получить удовольствие каким-то другим, как говорится, общением просто в мужском коллективе. Вот, человек привязан к этому другу, и этот человек его как бы ждет, и он поможет ему осуществить этот жизненно важный выбор, но он предложит ему какой-то обман, прибегнуть к какому-то обману. Вот, или к женщине постарше, очень мудрой, которая, ну, на работе. Эта женщина может быть у него, которая может как-то помочь ему совершить поездку. В общем, судьбоносная какая-то женщина, которая может повлиять на его жизнь, на его способность двигаться. Вот, возможно, это врач будет. Вот, эта женщина может дать ему новую жизнь. То есть человек будет как новорожденный благодаря этой женщине и сможет выздороветь, то есть исцелить душу и тело. Итак, мы посмотрели, что ему стучит, гремит и дверь открывает. Теперь мы посмотрим, что ему на порог ступает. Что его побеспокоит и что его успокоит. На порог ступает состояние отгораживания от мира. То есть у человека уже очень слишком давно не было контактов с миром. Он закрывался как-то от контактов, а сейчас ему нужно выйти в мир. То есть человек из-за любви прятался и допрятался до того, что сейчас уже завершается какой-то большой период его жизни. Он должен получить результат. Но результат будет хороший, исполнение его мечты. Его ждет исполнение мечты. Добьется того, чего хотел. Что этого человека побеспокоит? Побеспокоит финансовый вопрос. То есть ему пора уже зарабатывать деньги. Побеспокоит его то, что он хочет кого-то пригласить на свидание. Любви хочется человеку, человека помоложе пригласит. Или будет вести себя как подросток во время свидания. То есть неадекватное поведение. Человек, когда влюбляется, то он как бы ведет себя неадекватно. И побеспокоит его жилищный вопрос. Возможно, ему нужно будет сменить место жительства, захочется, или приобрести недвижимость в другом населенном пункте. Возможно, он захочет праздника какого-то, но вот пригласит на свидание и скажет: поехали на отдых. Вот. А потом придется все-таки, если будет построение новой семьи, то придется зарабатывать деньги. Вот это его и беспокоит. И что его успокоит? Семья-то его и успокоит. Или его семья, или семья вновь образованная. Потому что из бедности, вот, благодаря каким-то известиям или бумагам, этот человек переходит в состояние изобилия, достатка
и семье. Ну, вот такой получился расклад. Если вам понравился расклад, ставьте лайк. Нажимайте на колокольчик, пишите свои мнения по поводу этого расклада и свои предложения. Всегда с интересом читаю. Благодарю тех, кто откликается и описывает свою жизненную ситуацию и то, как проигрался в вашей жизни этот расклад. А я желаю вам добра и процветания. И говорю вам до свидания, до новых встреч.